Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте! Разработчики не стали томить нас долгим ожиданием и выпустили информацию по всем 9 героям, которые ждут нас в 7 сезоне. Правда, они таких вот деталей не расписали, то есть какие навыки, но суть героя, то есть его специфику они указали. Ну и некоторую информацию по поводу его биографии. Давайте почитаем, что они нам рассказывают. Итак, наш птиц, он же птицелюд Ансельма, герой поддержки со стихией мороза, превосходно использует ледяные перья для защиты и усиления союзников, одновременно распространяя негативные статусные эффекты среди вражеских сил. То есть это у нас все-таки герой поддержки, не ледяной взрыв никакой. Это значит, что у нас распределение приоритетов и силы, да, в команде остается как и было. То есть Шина, Билдель, Сова наша, Фридгунда и, соответственно, иногда Зорек. Непонятно, будет ли он заниматься каким-то лечением, потому что если лечения у него не будет, у этого птицелюда, то в 4ДД, получается, не смогут они играть. Но при этом в 3ДД возможно, что он кого-то заменит. Когда у нас была связь с стихией, там, допустим, яд и мороз, это была Рейта. Не знаю, сможет ли он с ней потягаться, либо с Филосией. Ну, посмотрим, когда будут известны уже его навыки. Что нам рассказывают из его биографии? Будучи нынешним лидером птицы-людей долины, он когда-то запечатал в своем теле бушующую энергию мороза, чтобы подавить магическую чуму. Но и он сам был поглощен этой запретной силой и приближался к смерти. Несмотря на боль от потери сына и давление неминуемой смерти, он всегда сохранял образ жесткого лидера. Теперь он борется со временем, ища надежду на будущее своего народа, прежде чем мороз полностью поглотит его. Вот такой вот обреченный борец-энтузиаст. Что ж, давайте смотреть дальше. Здесь у нас уже герой поддержки Света. Ну, точнее, не Света, а Лена. Такая вот игра слов, потому что это Лена. Лена — священная механическая стражница, охраняющая тайную башню. Существо, способное менять баланс между собой и своими врагами. Герой-танк, эффективно добывающий ресурсы, усиливающий и исцеляющий союзников. Создатели... там точка была. Союзников. Создатели тайной башни вылепили этого идеального стража, Лену, из аметиста, инкрустированного древними рунами. День за днем она выполняет патрульные оборонительные обязанности, ее жизнь чиста и монотонна. До тех пор, пока библиотекарь башни не спросит ее о своей воле. Ее первоначальный ответ остается неизменным. Воля моего господина – моя воля. Но, возможно, семя самопознания уже тихо посеянное в ядре аметиста. Итак, у нас такой вот герой механический, опять же, да? Это из, получается, можно сказать, расы, которым принадлежит Живеньев Гуинавивр наша и Кульвида уже, да? Кто там у нас еще механический был? Не помню, вроде бы больше никого не было. Это у нас написано, что герой-танк. И тут такая небольшая история про то, как что-то механическое, роботизированное, да, обретает свою волю. Ну, такая классическая история. Понятно, посмотрим, что она из себя представляет. Герой-танк Света. Кто у нас там есть у героев Света? Ардред у нас есть, Ацилия. Из танков я имею в виду. В Свете вроде бы больше ничего такого. Ну, интересно, пускай будет 3-й танк, тем более я думаю, что тут что-то нас ждет интересное в плане навыков. Следующий герой у нас... Его, наверное, покусала бабочка. И он немножечко переел чего-то типа, я не знаю, черники. В общем, давайте почитаем. Раклиус, болотный странник, атакующий в стиле призывателя, может призывать тени, которые будут сражаться на его стороне, а также наделять себя щитом. Кстати, здесь у нас раса, видно, что омертвление. Ну, что-то пишут про призыв, то есть, возможно, что это у нас герой призыва будет дополнительный, непонятно. Итак, что про его биографию. Изначально он был верным стражником королевы Летнего Середины, но из-за недоразумения был сослан в болото феерической пустоши. Боль и обида сделали Ларкласа крайне нетерпимым к чужакам, и лишь изредка в болото допускались феи и
и пикель. Я не знаю, что здесь происходит у переводчика, но он тут коверкает слова, причем каждый раз по-разному переводит имя этого героя. То Ларклас, то Раклиус. В общем, что-то такое будет, языкосломательное. Легенда гласит, что Ларклас, учитывая, что он 2 раза так перевел, значит, скорее Ларклас, часто шептал в пустое болото, и его долгое изгнание научило его сосуществовать с тьмой, даже черпая из нее силу, что в конечном итоге и породило этого таинственного, могущественного, но меланхоличного странника по болотам. Вот такой вот странник по болотам, который может призывать какие-то тени. И еще наделять себя щитом. То есть, возможно, это у нас будет первый ДД призыва, например, да, способный еще и давать щиты, то есть обладает навыками героя поддержки. Ну, это нормальная специфика, учитывая, что у нас происходило с той же Кульвидой, да, и Аннелиз. Посмотрим. Такой вот бабочка. Бабочка — мощный странник. Следующий герой — это герой яда. Интересный, скажем так, дизайн, такой змеиный, чешуйчатый и, как обычно, оголенный. Герой Серпентхард Серпантемис. То есть это уважаемая какая-то личность у нас, да? Известная, а ее даже фамилию указали. Ладно. Специализирующийся на нанесении урона ядом. Может снижать сопротивление врагов к негативным эффектам и накладывать различные дебафы. Она принесет истинную смерть врагам, попавшим в ядовитое болото. Смерть, от которой их невозможно будет воскресить. Я не знаю, какое-то перерождение Яталеи, что ли. То есть тоже запрет на воскрешение. При этом, если это герой яда, может быть, это, точнее не может быть, скорее всего, это будет эксклюзивный герой, который наконец-таки школу яда будет возвращать, то есть она запрещает воскрешение, да, но не за остальным причем, а себе, думаю, что не запретит воскресить школу яда. Посмотрим. Что пишут про ее биографию? Серпантемис, управляющая стихией яда, известна своей безжалостностью и жестокостью в Ордене Конца. Особенно после поглощения силы духа змея в плане обмана. Ее личность стала еще более непредсказуемой из-за слияния душ. Хотя ее сила значительно возросла с помощью духа змеи, она также находилась под контролем первоначального владельца сознания духа змея. Только крики других могли на короткое время избавить Серпантемис от унижения, связанного с принудительным подчинением. Вот как-то так. Причем здесь везде какая-то приписка дракон на каждом постере у каждого героя. Это может иметься в виду часть названия на английском. Не знаю, зачем вот это пишут. Дракон, везде драконы. То есть видим, да, и мотылек дракон, и механический танк дракон. Что-то такое. Ладно, идем дальше. Следующий герой — герой света. Правда, единственное, что свет здесь в каком-то не том цвете. Я думаю, что, просто как бы совпало с цветом постера, и это не новая какая-то раса, хотя, она не совсем похожа на свет, да, какая-то то ли богиня, какая-то призрачная, я не знаю, с посохом луны. Луна здесь маленькая, что ли? Давайте почитаем ее описание. Те, кто следует школе поощрения, будут благословлены богиней луны, Менелаем. Я просто первый раз читаю, поэтому некоторые слова для меня, да, тяжко произносить без ошибок сразу же. Менелаем. Так, богиня луны Менелаем. Будут благословлены богиней луны Менелаем. Куда ударение ставить, не знаю. Правильно ли он перевел, я не знаю. Итак, они будут благословлены богиней луны Менелаем, в то время как все захватчики столкнутся с карающим гневом новолуния. Менелай является воплощением убеждений верховного бога дракона. Подобно старшей сестре, она направляла сияющих эльфов из духовного мира в физическую форму и лично руководила строительством черной и белой башен для защиты чистой земли. По мере ослабления силы бога-дракона ее божественная мощь уменьшалась, что затрудняло ее прямое вмешательство в материальный мир. Столкнувшись с возрождением хаоса и падением своей бывшей близкой подруги Сирил, эта кроткая богиня могла лишь молча наблюдать за судьбой своего народа при свете луны в вечном раю. Итак, непонятно, что за герой, то есть те, кто следует школе поощрения, будут благословлены, в то время как все захватчики столкнутся с карающим гневом новолуния. То есть у нее будут какие-то две функции в плане и наказания, и поощрения. Так, а здесь у нас какой-то родственник, что ли, Пардиса, потому что он с рогами, правда, с 2 ногами, а не с 4. Он не так любит вино, виноградик и все вот это вот увеселительное. И он поэтому обладает более, наверное, спортивными характеристиками и трезвым взглядом на мир. Поэтому он относится к стихии молнии. Итак, быстрая и проворная антилопа Элип может ловко связывать врагов вместе. И негативные эффекты затем будут передаваться каждой связанной с ней цели.
Элип изначально был молодым антилопом, заблудившимся в царстве фей. Но случайная встреча наделила его нимфоподобным обликом и светящимися татуировками. Племя нимф усыновило этого особенного ребенка, но рога антилопы на его голове и светящиеся отметины все еще подчеркивают его уникальное происхождение. От природы добрый и жизнерадостный, он всегда рад помочь заблудившимся путникам вернуться в мир смертных. Но это также означает, что несчастная фея останется без ужина. Тут у нас разработчики юморят. Я, конечно же, похихикаю, но не сегодня. Сегодня у меня нету на это времени. Итак, у нас непонятный герой, молнии, я так понимаю, поддержки. Связывает врагов вместе, негативные эффекты будут передаваться каждой связанной с цели. Непонятно, ну что-то из поддержки. Посмотрим, узнаем, когда увидим. А пока что тут догадываться, какие-то догадки строить, наверное, смысла особого нет. Следующий герой у нас тоже герой Мороза. Дизайн какой-то навеян Silent Hill'ом, ну прям плагиатище, я бы сказал. Я такой дизайн видел во многих играх Человека-кораблика. Ну, что-то такое. Уже знакомое. Ладно, давайте почитаем. Дрелл. Дрелл всегда стоит, словно безмолвная ледяная стена, на передовой поле боя. Он может передавать часть получаемого урона врагу, а также оказывать помощь своим союзникам. Ну, то есть, опять же, герой, наверное, поддержки, я так понимаю, и, скорее всего, танк. При этом я, если честно, ожидал в этих 9 героев какие-то усиления существующих школ, да, и дополнения, например, команды призыва. Возможно, что этот мотылек, он и есть, да, это усиление. Плюс ко всему у нас герой яда, да, который усиливает, возможно, яд. Это вот эта новая, скорее всего, эксклюзивка. Но вот с Морозом я что-то вообще не понимаю. 2 героя поддержки для Мороза. Интересно. Ну, может быть, они станут серьезным дополнением команды Мороза и будут использоваться много где, не знаю. Но вспомнить хотя бы ту же Сивиллу, боевого гуся нашего, да, Света, ее только вот добавили, а где она используется? Ну, нигде. Да, она может использоваться, когда нету альтернатив, но вообще, как бы, она нигде особо не нужна. То есть у меня нету пока что ничего такого, чтобы она была лучше, чем остальные, то есть существующие уже герои. Ну ладно, посмотрим, то есть, когда увидим, тогда и поймем. Итак, что про него пишут, про его биографию? Он был облачен в тяжелые доспехи, носил треугольный шлем и держал в руках обломок копья, покрытый инеем. Но, вопреки своему внушительному молчанию, Дрелл всегда четко провозглашал гибель врага, прежде чем предпринимать какие-либо действия. В его словах даже звучала нотка сострадательной рациональности. Он последовательно следовал своей доктрине, сея семена гибели на разных планах бытия и защищая Орден Рока, гарантируя, что его великая воля не будет запятнана. Ну, в общем, непонятно. Ладно, давайте смотреть дальше. Здесь у нас Ящеролюд. Это у нас герой огня, видим, да, значок огня. Давайте почитаем. Лискар, действуя от имени предков племени и бога выживания, унаследовал от драконов методы подавления магии. Враги, находящиеся под этим заклятием, не могут естественным образом восстановить свою силу. То есть, я так понимаю, он будет запрещать набирать энергию. Ну, интересно. Интересно. Насколько это будет сильный эффект, насколько он будет такой влиятельный, ну, посмотрим. Но опять же, это получается еще один герой поддержки, так как героя дикости нам уже добавили в этом сезоне. Итак, что пишут про его биографию? Агент Оракула Лискар принадлежит к весьма уважаемому племени среди ящеролюдей тропических лесов. Лискар, шаман, был избран богом выживания Кукульканом во время своего первого участия в ритуале. Когда сила хаоса начала разрушать тропический лес и останки драконов, Лискар выступил вперед и очистил его от скверны с помощью древних ритуалов. В опасный момент, когда его племя было вынуждено мигрировать, он предвидел прибытие истребителя драконов по знакам зодиака, что дало ему представление о поворотном моменте, который изменит судьбу его племени. Ну, опять же, да, непонятно, что он будет делать. Если он будет запрет на набор энергии, на команду противника накладывать, это будет сильно. Правда, на боссах, где мы не можем влиять на энергию босса, да, то есть он, я так понимаю, будет бесполезен. Ну, посмотрим, какие у него будут способности. Может быть, на арену зайдет. Должен, наверное, зайти. Ладно, опять же, пока не увидим, не узнаем. Следующий у нас дед. Очередной дед. Мы уже скоро будем, я думаю, что путаться среди дедов. Но это у нас необычный дед, это у нас дед с совой. Итак, Тундра Аларик, так его зовут. Почему он Тундра, я не знаю, может быть, мало читает. Происходит из семьи Стоппер, из долины. Белая сова – семейный тотем и воплощение его способности исцелять союзников и передавать силу в бою.
Он может накладывать на врагов более мощный эффект заморозки и применять различные бафы к союзникам. Кстати, я не сказал, это у нас очередной герой Мороза. Силу это имеется в виду, наверное, энергию. Обычно здесь, когда переводится сила, это имеется в виду именно энергия. Лекарь, который еще и заряжает. Это будет интересно, конечно. Это будет интересно. Ладно, читаем дальше. Аларик унаследовал патриархальный престол после исчезновения своего старшего брата Изотабу. И, взойдя на трон, он тайно и отчаянно расследовал правду об исчезновении брата. Он использовал свою патриархальную власть, чтобы организовать ученых для изучения запрещенных книг. И даже тайно присоединился к группе ученых, изучающих сотворение мира. На первый взгляд, Аларик по-прежнему придерживался семейных доктрин о замерзшей земле. Но в действительности он шагал в пропасть, еще более опасную, чем его брат. Как всегда, ничего не понятно. Так, помимо исцеления и передачи силы, он может накладывать на врагов, так то, что я уже читал, я имею в виду, я повторяю просто, на врагов более мощный эффект заморозки. То есть будет заморозка, какая-то усиленная. И применять еще и бафы к союзникам. По-любому должен быть каким-то очень полезным героем поддержки. То есть у нас здесь 2 героя поддержки и танк. То есть у нас прям будет большой такой уже выбор. Интересненько. Им бы еще какого-нибудь Альфранасия подрихтовать так, чтобы он хотя бы играть начал, да? А то добавляли, что-то там продумывали, биографию ему целую написали. Дизайн у него неплохой, скоммунизженный, да, сплагиаченный. Но все равно могли бы его хоть немножечко изменить, чтобы он, усилить я имею в виду, чтобы он заиграл. Вместо того, чтобы добавлять кучу новых героев. Или плюс к этому еще и его изменить. Но пока что нет. Ладно, посмотрим. Дед грозный, видим. Сова у него мощная, она причем из шкатулки вылазит. Такая удобная сова. Когда надо, вытащил, погладил, обратно убрал. Классно, кормить не надо, убирать не надо. А дальше у нас все. Это был 9-й герой легендарный. А из нелегендарных это новый герой эпический. Такой сундук. Точнее, голова сундук или... скорее всего, какой-то гоблин, да, судя по когтям, вросший в сундук. Возможно, что он был очень жадным. Либо, когда он пытался какое-то подземелье разграбить, да, где сокровища прятались, сундук с сокровищами оказался злобным демоническим сундуком. И как-то они симбиоз такой произвели каким-то образом, не знаю. Навряд ли он будет, наверное, каким-то сильным. У нас обычно героев, которых выдают в феях, да, делают такими, что мы их особо не используем. Есть, и все. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.